Добрый день, дорогие друзья, вы на канале «Смотри и знай». У каждого из нас иногда случается такая неприятная ситуация, как опухоль ног. Это может быть вызвано самыми разнообразными причинами. Некоторые из них бывают очевидными, а другие вызывают недоумение. Однако вторые могут быть сигналами более серьезных проблем, которые требуют оказания медицинской помощи. Давайте сегодня рассмотрим такие случаи, когда наши ноги опухают, и в каких случаях стоит обратиться к специалисту. Вначале разберемся, что такое отеки. Этот термин обозначает процесс застаивания жидкости в нашем организме. Чаще всего такому недугу подвергаются ноги и ступни, но и другие части тела, такие как лицо или живот, могут быть подвержены отекам. Непривычный внешний вид является не единственным признаком такого явления. Растянутая кожа с нездоровым блеском или кашель, а в некоторых случаях и затрудненное дыхание, также являются проявлениями отеков. Такие проблемы могут исчезнуть сами по себе, но в то же время могут стать сигналом для немедленного обращения к врачу. Можно попытаться самостоятельно устранить причиняющие дискомфорт явления. Попробуйте сократить количество потребляемой соли, или можно лежать, поднимая ноги над грудью. Это поможет избавиться от отека, но если ничего из вышеперечисленного не дало результата, то нужно прибегнуть к помощи медицинских работников. Любая полученная травма также может стать причиной опухших ног. Для устранения этой проблемы нужно постараться не опираться на больную ногу. Использование компресса или воздействие холодом могут помочь облегчить ваши страдания, а несильные обезболивающие сделают боль более переносимой. Но в этом случае мы настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением и сразу после травмы обратиться к врачу. Это поможет вам избежать более серьезных последствий. Беременные девушки очень часто подвергают отечности. Чаще всего это наблюдается на поздних сроках беременности, но в течение первых месяцев такое тоже может случиться. Такие отеки связаны с увеличением веса и, соответственно, большим давлением на вены. Для устранения этих проблем девушкам в положении стоит носить только удобную поддерживающую обувь и по возможности не стоять в течение длительного времени. Но отказ от соли и увеличение объема потребляемой жидкости также дадут положительный эффект. Во время такого важного для вас периода специалисты советуют носить компрессионные чулки или колготки, чтобы препятствовать появлению отеков. Но если опухоль появляется неожиданно, это может быть признаком преэклампсии. Последствиями такого явления могут стать почечная и печёночная недостаточность для матери, а также появляется риск преждевременных родов. В основном это происходит только во время второй половины беременности. Предшествует такому состоянию сильная и резкая опухоль, головокружение, головные боли, тошнота и рвота, а также менее частое мочеиспускание. Если девушка испытывает хоть что-то из вышеперечисленного, то стоит немедленно обратиться к врачу. В этот период жизни стоит особенно бережно относиться к своему здоровью. То, как мы проживаем свою жизнь, тоже может стать причиной возникших отеков. Малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ношение неподходящей обуви являются причинами опухолей ног. Регулярные занятия спортом и соблюдение диеты помогут препятствовать такому исходу событий. Другими способами борьбы с отечностью станут увеличение выпиваемой жидкости и ограничение потребляемой соли. Частой причиной отеков и опухолей становится побочное действие лекарств. Особенно употребление стероидов провоцирует такое явление. Но другие препараты также могут способствовать отекам, в особенности медикаменты, вызывающие задержку жидкости в организме. Такие лекарства в большинстве своем относятся к гормональным, например, эстроген и тестостерон, стероиды и антидепрессанты. Препараты, помогающие контролировать диабет, также входят в этот список. Если вы подозреваете, что принимаемые вами лекарства становятся причинами отеков, то следует обратиться к врачу. Он может изменить дозировку препарата или же вовсе предложить какое-либо аналогичное средство. Употребление алкоголя становится очень частой причиной опухоли ступней. Это объясняется тем, что спиртное провоцирует задержку жидкости в организме. Если такой отек продолжается более 2 дней, срочно обратитесь за помощью. Если же такое событие периодически повторяется, это может быть признаком заболевания сердца, печени или почек. Питье большого количества воды, сокращение потребляемой соли
и, конечно же, уменьшение потребления алкоголя. Все это может помочь в борьбе с отеками. Замачивание ног в холодной воде также поможет уменьшить симптомы. В летний период времени, когда становится очень жарко, ноги могут отекать. Такое явление объясняется тем, что организм намеренно расширяет наши вены, чтобы таким образом охладить все тело. Этот процесс вызывает так называемую утечку жидкости в другие части тела. Поэтому жидкость может скапливаться в ступнях и лодыжках. Потребление необходимого количества воды и ношение удобной, проветриваемой обуви помогут предотвратить появление отеков в жаркую погоду. Инфекция также может стать причиной отека стоп и лодыжек. Люди с диабетом имеют повышенный риск заболевания ног, поэтому им следует внимательнее следить за любыми изменениями в этой части тела, такими как появление волдырей и язв. Для предотвращения такого события врач обычно назначает антибиотики для лечения инфекций. Венозная недостаточность также является одной из причин отеков и опухолей. Такая недостаточность возникает, когда кровь не может нормально циркулировать внутри нашего организма. Это происходит из-за повреждения клапанов, в результате чего кровь идет по сосудам и задерживает жидкость в нижних конечностях, особенно в области ступней и лодыжек. Признаками такой недостаточности являются боли в ногах, появление расширения вен и кожные язвы. Если у вас появляются какие-либо признаки венозной недостаточности, вам стоит как можно скорее попасть на прием к врачу. Для лечения такого заболевания врач, скорее всего, порекомендует вам скорректировать свой образ жизни, например, начать заниматься физическими упражнениями, для того, чтобы кровь циркулировала по телу более эффективно. Компрессионные чулки и определенные препараты также помогут снизить риск образования тромбов. В некоторых ситуациях специалист может предложить вам сделать операцию, чтобы попытаться восстановить поврежденные клапаны. Иногда также случается ситуация, которая потребует врачебного вмешательства. Такая ситуация обуславливается появлениями сгустков крови, что препятствует правильной циркуляции крови по организму. Если такие сгустки образуются в нижних конечностях, то это мешает возвращению крови в сердце. Признаком такого явления также станут опухшие ноги и лодыжки. Ситуация образования этих сгустков в ногах называется тромбозом глубоких вен, или ТГВ. На самом деле это очень серьезное заболевание, последствием которого может стать закупоривание вен. В дальнейшем образовавшиеся сгустки могут перемещаться по организму, например, в сердце или легкие. Признаками такого заболевания будут, конечно, отеки ног, боль или дискомфорт, а также изменение цвета кожи на ногах. Появление любого из этих признаков является причиной для обращения к специалисту. Врач поможет подобрать подходящие для вас лекарства, разжижающие кровь. Когда до критической ситуации еще далеко, нужно также заботиться о здоровье ваших ног. Профилактика предотвращения тромбов включает в себя ношение компрессионных чулок или колготок. В таких же целях можно использовать свободную для щиколоток одежду. Другими методами профилактики будут являться поддержание активного образа жизни и сокращение соли в потребляемой пище. Также не рекомендуется сидеть или стоять со скрещенными ногами в течение длительного времени. Соблюдая эти рекомендации, вы поможете своим ногам остаться здоровыми. А подписавшись на наш канал, вы получите еще больше нужных и полезных советов для поддержания вашего здоровья. И на этом до свидания, до новых встреч!